Вот к этому видео написали комментарии. Ради интереса, если будет возможность, сравни еще AAC и MP3, и будет какая-то разница. Еще OGG, еще все лоси. Еще AAC, M4, iTunes. Было бы интересно продолжение в форматах и кодиках. Ну, в общем, ладно, давайте посмотрим. У меня ленивая жопа, то я использую сам ютубовский формат. Я сделал кино какое-нибудь, закинул его на YouTube, и оттуда потом выкачал обратно. Получилось, что у меня есть два формата. 720p это 128 килобит, и 360p это 96 килобит. Ну, понятное дело, что я взял за основу 128 килобит. MP3, OGG и AAC. Это YouTube. 720p видео. MP3 это Wavelab, которая с опцией с максимальной нагрузкой процессора, то есть медленная. В общем, все 128. Чистая синусоида, просто 1 тон. Смотрим, значит, я делаю по удобству, что красная устаревшая, зеленая это самое лучшее. И OGG это малоизвестное. Синий цвет. Здесь MP3 чуть лучше, чем AAC. В качестве примера давайте послушаем. Здесь я прибавил 6 дБ максимум. AAC. AAC просто идеально. А OGG слышно, что шумы есть. Правдоподобно, что OGG чуть повыше, а AAC вообще здорово внизу. Вот две частоты. Одновременно две частоты. Если вот здесь в нашем тесте была всего одна синусоида играла, то тут одновременно сразу две частоты. OGG чуть похуже, а AAC уже наоборот получилось чуть хуже, чем MP3. И срезать частоты вот тоже 16 кГц. OGG не срезать частоты, он до конца играет. Давайте послушаем, как выглядит OGG при двух частот. Видите, тут две частоты играют. AAC смотрим. Слышно маленько. И вот тут еще раз. Теперь подключил музыку. И вот здесь будет видно, что MP3 худшее всего, что было когда-либо создано. OGG уже посередине. Но вот здесь вот слабое место вот на 1-2 кГц. И вот на высоких частотах уже не совпадает. А AAC лучше получается, здесь MP3 не сравнялись, но меньше слышно бульканье, когда стереоэкспандер расширяется, стереоэффект, то бульканье у MP3 более заметно, чем у AAC. Оба срезают на 16 кГц. То есть AAC это гораздо лучше, перспективнее формат, чем MP3. MP3 уже устаревший, а AAC лучше. Давайте послушаем оригинал. Широкая полоса. Да, смотрим AAC. OGG. В наушниках заметно, что монозвук полностью исчез. Слышно только боковые, то есть эффект как будто сзади звук. Ну а теперь послушаем просто MP3. Это ужасно. Сразу слышно бульканье. Между левым и правым каналом такое бульканье. Индикатор показывает слишком большой уровень. Давай еще раз AAC. Да, это здорово. И мы видим, что бульканье в 128 это ужасно. Лучше всего, как видим, AAC, перспективный вариант. Это многочастотный мультитон, здесь много-много спектров. И на высокие частоты там просто еще более резкие, поэтому вот такой вид получился. 16 кГц видим срез, OGG не срезает, но OGG вот здесь получается, вот такой шум добавляет от себя. MP3 хуже. Действительно, OGG когда-то был лучше по сравнению с MP3. Он мог победить в какое-то время, но видите как, получилось, что перешибло его AAC формат. Реально новый перспективный формат. Вот к этому видео написали комментарии. Сейчас поищем. Я ничего не понял. Я тупой? 1 лайк поставили. Боже мой, мы же можем потерять его. И 6700. Надо срочно помочь, а то мы можем его потерять. Это такая трагедия будет, если 2 человека мы потеряем. Да, в общем, давайте я вам сейчас для самых маленьких детей объясню, как сделаны вот эти графики. Как вы думаете, что это? Вы думаете, что это ключи от вашей квартиры? От вашей комнаты, от замка, от женщины, от пояс верности? Как вы думаете, что это? Нет. Да, это настоящий болт. Вот так выглядит образное представление музыки при сжатии MP3. А теперь давайте его распакуем декодером.
так выглядит наш болт после распаковки MP3. Вам не кажется, что он какой-то кривой? Давайте посмотрим, как выглядел оригинал. А вот так выглядит настоящая музыка lossless качества. То есть оригинал. А вот эта музыка уже после распаковки MP3. Как видим, что он не может восстановить полностью, как было раньше. Именно так видят аудиофилы свою музыку в MP3. Давайте попробуем еще раз сжечь и посмотрим размер файла MP3. О май гад! Вот эти слова настоящего аудиофила, который первый раз увидел MP3. Ну что ж, давайте посмотрим размер файла. Видите, какая плоская? Такой маленький размер файла, что можно засунуть в любое место. Например, под подушку. А теперь возьмем любую другую песенку из женской коллекции и сожмем его флаг кодером, и затем распакуем и посмотрим, восстановится ли размер такой же. Как видим, что да, полностью восстановлено. Попробуем еще раз сжать и посмотрим, что за файл. О май гад! Эти слова тоже настоящего аудиофила, который первый раз увидел lossless сжатие. Как видим, количество молекул сохранились в том же уровне, но изменились их порядок. Убраны все лишние пустоты и гораздо более структурированы все молекулы. И при этом ничего не теряется. Когда восстанавливается, то сохраняется полностью, как было в оригинале. А MP3, как мы помним, восстанавливается только на похожую форму. Итак, и еще сравним вот с этой музыкой. Вот с этой тоже. Видите разницу? А теперь мы его развернем. Вот так мы возьмем. Вот такой у нас болт. И сравним вот с этим. Это после распаковки MP3. Это будет у нас шкала. Так. И вот так. Это у нас будет 20 Гц. А это 20 кГц. Это децибелы. Итак, у нас такой замечательный болт. Мне так кажется, что это замечательный болт. Вот видите, два файла. У нас два файла. Мы начнем синхронизировать. Таким образом, чтобы сравнить между ними с собой. Я пытаюсь его синхронизировать, мне кажется, вот так. Сложность заключается в том, что нужно найти ориентиры. Кто-то может ориентироваться по низким частотам, чтобы они были в фазе. Теперь один из этих мы делаем антиматерию. Итак, мы можем подобрать таким образом, видите, вот тут немножко высвечивается, значит не синхронно получилось. Вот тут тоже высвечивается. Теперь влево тоже не синхронно. Это у нас по громкости синхронизируемся, а это по фазе синхронизируемся. Надо подобрать такую, чтобы они были в фазе. Вот мы видим, что здесь немножко чуть совпало вот на этой стороне низкие частоты, а на высоких частотах. И вот здесь вот мы видим, что вот эти вот шумы, вот видите, как вот это шумы, это есть артефакты, которые не было в оригинале. Они начинают больше проявлять на свет. И вот эти вот тоже, которые не совпадают с оригиналом при вычитании, тоже проявляются на пленке. И вот здесь, кстати, обратите внимание, вот это шум, который не должно быть, и вот это вот тоже шум появляется. То есть получается как двойные ошибки. Здесь ошибка и вот здесь ошибка. Они складываются, и программа RMA будет показывать на высоких частотах какие-то большие искажения. Видно, что вот здесь мало искажений, вот тут не совсем заглушили. Если совсем черный цвет, значит полностью идентичные друг другу два файла. А вот сейчас мы видим, что вот это немножко не совпалось, значит уже какие-то шумы есть. Вот здесь какие-то есть шумы, а вот здесь особенно заметно. И еще, кстати, обратите внимание, что вот тут появился шум на ультравысоких частотах. Мы даже специально отметим. Вот в этом месте даже видно эффект срезания. Ну, можно даже вот тут еще заметить. Вот так вот. Вот это есть срезание на 16 кГц. После распаковки MP3 его больше нету. Ну, так и есть. Где-то вот так вот слышно. А было вот так. И появляются вот такие эффекты. Можно делать вывод, что на низких частотах меньше всего искажений слышно. Они друг друга хорошо поглощают между собой. То есть идентичность хорошая. На средних частотах едва уже заметно расхождение с оригиналом. А на высоких частотах большой уровень шума не совпадает. Причем вот эта область
и вот это. Получается как двойная ошибка. И RMA программа будет учитывать как двойную ошибку. Тут имеется в виду как вносимые какие-то искажения при кодиках MP3, так и удаленные какие-то тихие сигналы, например, микродинамика, ну и соответственно еще ошибки потери высоких частот. Вот и все. Надеюсь, после этого понятно стало, маленькие гуманитарщики. Теперь пробуем этот оригинал Bolt совместить с флаг. Так, вот у нас флаг идет. Попробуем синхронизировать. Как-то вот так. Нет, надо еще синхронизировать по фазе, по громкости. Сейчас подберем, попробуем как-нибудь так. О, как хорошо. Все, полный ноль. Произошла полная ассимиляция и выделение огромное количество энергии. Черная дыра. Вот так. И это прекрасно получается, правда? А попробуем теперь снова с MP3 соединить. Не получается. Либо так, либо так, либо так. Как-то вот так. Остается мусор, то, что называется артефакты. А теперь ради прикола эксперимента попробуем взять еще раз этот болт и сожмем совершенно другим кодером, например, JPEG кодер. То есть они несовместимы друг с другом. Проверим, что получится на практике. Важно, без украшательства, без всякой отсебятины. Что было сыграно, то и воспроизведено. Еще раз отмечу, все это касается качественно записанной музыки. Отвратительные MP3 треки будут одинаково гнусно звучать на любой аппаратуре. Более того, на качественном устройстве дефекты записи будут звучать еще более отчетливо и выпукло. Для более интересных форматов, таких как FLAC, WAV или DSD64 с конвертацией. Он играет Wave, он играет FLAC и Ape. Ну, и MP3, но MP3 сюда вставлять это какое-то извращение. Я не знаю, кому это придет в голову, потому что артефакты слышны мгновенно. И все эти разговоры о том, что 320 кГц вы не услышите, это все они хороши до тех пор, пока вы не возьмете нормальные, хорошие наушники и хороший плеер. Там вы компрессию услышите в ту же секунду сразу. Готов спорить о чем угодно. Это просто надо слушать. Знаете, сколько продолжалось тестирование? 15 секунд. И то последние 10, по-моему, я так уже для проформы все это затягивал. То есть настолько это небо и земля, настолько разный звук, что даже там разговаривать не хочется. Это аберрация, понимаете? Это артефакт, это не то, что нужно. Я проводил эксперимент, я давал это слушать своей маме, которая расплакалась. Она просто расплакалась. Она сказала, что у меня ощущение, что я сижу в зале консерватории, и даже более реально. То есть такое ощущение, как будто компрессию включают, понимаете? Хотя, в принципе, компрессии никакой нет, то есть звук не давится. Вот это, собственно, и ты будешь слышать, что музыка осталась та же, но она какая-то стала, как раз собралась. Тест был абсолютно адекватный, потому что сначала мы включали АБ сравнение, то есть переключая соло туда-туда, просто пытался понять разницу, насколько сильно это влияет на звук. У меня просто музыка раздвигалась вот так, во всю сторону. То есть она вдруг у меня появлялась вблизи звук, вдруг оказывается, ни с того ни с сего. И это было настолько неожиданно. Я его спросил, с чем связано. Вот как раз ваш вопрос про психоакустику. Вырежем. Чего-то не узнаю. Вот звук не перенесся, не ваша акустика. Ну, то есть не главное что-то узнавать, но главное, чтобы играло хорошо. Вот что-то в верхней середине, вот какое-то есть. Такое количество. Вот сразу зашли, когда уже разбежал. Если это спасибо, что это спасибо. Сегодня вот скрипка ни одна, ни на одной записи не спела. Они только играли, но они ни разу не спели. Вот в этом все дело. Но я знаю, что вы делаете акустику, которая обладает удивительным свойством. Ну, собственно, я был сам свидетелем.
То есть свойством как бы настолько она приспособлена к материализации звуковых образов, что возникает ощущение присутствия реальных людей. Абсолютно. Вот, персонажей. Абсолютно. Вот поет певица, мы ее чувствуем, мы даже можем сказать, худенькая она или полная. Вот, и даже примерно... Вот у меня был случай, как-то я помню, в комнате, где у меня компьютер, я включил свою аппаратуру, дверь была закрыта, говорит, а я был просто уверен, что там сидит человек и играет на гитаре. Динамики, в принципе, играют очень хорошо. Я, честно говоря, когда ухожу из комнаты и возвращаюсь, и такое чувство, что когда я ушел, ко мне в комнату через форточку садится какая-то группа и начала играть. И ты просто берешь тапок и бежишь их прогнать. А прибегаешь, а тут обычно твоя система стоит, так чисто играет. Так вот, гордость такая прям. Ладно, сейчас заведем. Вот, это агрегат без трубы. Короче, я еще не знаю, как там. А, вот тормоз включенный. Включаем. Я так гитару, наверное, никогда в записи не слышал. Вот, допустим, там же столько, да, вот много строит. Он же еще музыкант, да, и играл. После того, как муж купил патефон год назад, все пошло в задницу. Вот я помню даже фразу: из рупора вышла какая-то баба. Буквально можно дотронуться до ее флегматически. Говорит, что снизу упругая, сверху сочная. Еще какая-то артикуляция, я ничего не поняла. Еще говорит, что вовлекает. Даже помню, как муж рассказывал с большими подробностями. Он сидел на стуле с закрытыми глазами, она ходила вокруг него, шептала ему на ушко, у него были мурашки по телу, она била ему по грудной клетке и говорит, что такого я никогда не испытывал. Они переспали? Но откуда же я знаю? Он включает свой патефон тогда, когда меня нет, а когда я есть, он не может сосредоточиться. Я полагаю, ты влияешь негативным образом, поэтому он нашел другую. Но поверь мне, это не самое страшное. Вот мой муж как-то сказал, воздуха не хватает. Постоянно так говорит. Еще говорит, напора не хватает. Будто бы я пассивная, шероховатая. Еще говорит, зажатая из бочки, намекая на то, что я бревно. Острые края твоей трубе. Он так сказал. Поэтому, понимаешь, Аллочка, у тебя еще не все потеряно, ты еще молода. Нет, подруга. Вчера он сказал, что вышел мужик и сказал, что его рядом ставила.